Все началось с того, что у меня был стресс 10 января. Я узнала новость, которая меня поразила. При этом всем в эти дни, начало января, я начала тренировки. И первые пару дней, когда у меня начал болеть бок, я думала о том, что это я просто из-за тренировок где-то надорвала мышцы, и это просто более физическая от тренировок. Первые дни я просто наблюдала, просто с этим жила. Где-то на день третий я встретила знакомую приятельницу, то есть она доктор. Она говорит, возможно, это камни. Типа камни в почках. Она меня пощупала, и она мне посоветовала пить воду, теплую воду. В следующие дни, наверное, дня 2 или 3, я просто везде я пила теплую воду. Куда бы я ни заходила, в какое бы кафе, где бы но в какой-то, это, наверное, день 5 или 6 это был, я поняла, что боль начинает быть такой резкой. И так как у меня есть Карим, которому 3, и на данный момент здесь я в Хургаде с ним одна, в 7 часов вечера у меня начала быть какая-то такая острая боль. И я понимала, что сейчас, если на меня ночью что-то схватит, я вообще не знаю, что я буду делать. Тут уже подключилась моя мама с криками «Едь в больницу». Я вроде бы всех отогнала, а сама позвонила знакомому, договорилась с няней, отвезли Карима к няне, сначала поехали в Найл госпиталь. Поехали, благо того, что есть знакомство в Хургаде, мы поехали сразу к генеральному. И он меня отправил на снимок, на УЗИ. Но когда мы подошли, в этот момент, я не помню, откуда взялась эта информация, что перед тем, как делать УЗИ, очень важно выпить много воды. То есть и хотя бы 2 часа, чтобы не есть. И мы поехали в Каусер госпиталь. То есть пришел звонок, один из хозяев, он говорит, едьте туда, я сейчас вам дам человека, все сделает. Мы приезжаем туда, меня отправляют к доктору. Доктор послушал все, что я ему рассказала, отправил меня сделать обезболивающий укол и отправил на УЗИ. Так как это было уже около 8 вечера, наверное, когда мы были у доктора, УЗИ мне предложили делать либо на следующий день там в обед, либо в 10:30 вечера. Что я решила, зачем откладывать, все равно результаты будут, зачем откладывать весь процесс еще на сутки, если можно уже сегодня понимать. Мы пошли, очень приятный УЗИст, очень классный дядечка, он меня посмотрел, повертел со всех сторон, то есть с этой стороны, здесь. Он мне сказал о том, что у меня песок в почках, это не смертельно, это увеличить уровень употребления воды. Хотя здесь я сделаю отступление о том, что воды я в день пью очень много. И иногда бывает такое, что я могу пить 3, 4, иногда 5 литров воды. И стал вопрос, насколько же тогда увеличивать? Дальше мы вернемся к этому, я расскажу уже после операции, мы вычислили, почему и какую воду нам надо пить. Но и самое важное, он мне сказал, у тебя камни в желчном. Нужно попробовать медикаментозно какое-то время, и там, если скорее всего, они уйдут. Но на следующий день, когда я отправила доктору все свои анализы, меня поразила потрясающая новость о том, что срочная операция. И тут стал ступор. А тебя продолжало болеть? Оно начинало болеть, я уже знала, я ехала в госпиталь, они меня кололи, и жизнь налаживалась. Но операция, и тут у меня встал вопрос. Я Карим, куда мне деть ребенка? Я в Хургаде, это туристическая зона. Я не понимаю, сколько это будет стоить. Какой-то суммы мне никто не может назвать. У меня вообще непонятно, как это все собрать и как это воедино склепать. И что, я позвонила в Каир, позвонила семье египетской, на что мне сказали, будешь ехать в Каир.
Так как Махмуда семья в Загдике, и мне в любом случае как бы надо было туда ехать. И тут произошел момент того, что доктор в Каире, к которому мы обратились, она уже в возрасте женщины, она обратилась к своему студенту, и он принимает и работает в госпитале в Загдике. Поэтому ситуация сложилась. Мы с Каримом поехали в Каир, а после этого на следующий день поехали в Загдик. Там меня приняли. Очень хорошо ассистенты. Ассистенты были со мной, то есть по всем этим лабораториям, где там какие анализы, все. Это все мы сдавали. Я увидела доктора, чисто вот как бы профессионально влюбилась, потому что это такой, знаешь, мужчина-интеллигент с безумно чистыми руками, с идеальным, наверное, маникюром. Ну, я не думаю, что он его делает, но прям вот он весь такой ухоженный, он настолько спокойный, он настолько меня, наверное, настроил на то, что все будет не то, что просто, а вот, ну, я не знаю, как будто пойти, да, попить в кофе с подружкой, что я когда его увидела, мы когда пообщались, я такая, все. Я абсолютно доверяю этому человеку. Через 2 дня мне назначили операцию. Операция тоже прошла шикарно. Прекрасный госпиталь в Загдике, я не помню его название, что типа Андалузии, как бы такой. Утром я приехала где-то в 9. Там был ассистент, это женщина-доктор с Каира приехала. Они мне полностью все заполнили, все. Я просто сидела. Я сидела и так вот просто там болтала по телефону. Я как будто не на операцию шла, а как будто, я не знаю, просто у меня день развлечений, скажем так. И мы поднялись в этот номер. Отдельная история такая веселая. Тот, кто, наверное, не имеет египетских семей здесь, и тот, кто мало знаком с египетскими традициями, но у них, то есть палата прекрасная, то есть такой, скажем себе, мини-отельный номер. Ты заходишь, у тебя свой душ, свой туалет, тут как бы стоит эта кровать, дальше диван огромный, столик, телевизор, короче, все, ты просто такой в мини-отеле отдыхаешь. Пришел доктор, осмотрел меня еще раз, он так, типа, как ты, что, и в итоге он мне сказал в 11 операция. Ровно в 11 по часам. Это, наверное, впервые в Египте, когда я видела все, вот знаешь, как это поминутно. Оно просто поминутно. Я как будто была не в Египте. Меня забрали вниз в реанимацию. Меня познакомили с моим анестезиологом. Тоже очень такой деликатный мужчина, который пообещал мне, что он сделает мне возможность улететь и покайфовать. На протяжении, наверное, где-то полчаса это заняла вся какая-то подготовка, то есть я была абсолютно в сознании. Скажу тебе честно, я очень сильно боялась наркоза. То есть я много знаю про наркоз, я много читала, я много знаю всяких разных историй, и для меня наркоз это было, то есть... Смерть. Это не то, что смерть, но... как бы я не понимала, как я на это отреагирую. То есть, чтобы понимать еще всю, наверное, сейчас это весело, все так рассказывается, это так легко, но внутри был страх, это была первая операция в моей жизни. То есть я вообще не понимала, что, а второй момент, да, Карим с семьей, но это мой Карим, по факту, большую часть семьи он вообще видел в первый раз в жизни. Там мы провели несколько дней вместе, но
но как бы это же мой Карим. И вот эти вот все мысли, это анестезия, от которой я не знаю, когда я от нее отойду, и вообще она меня возьмет. Карим дома, короче, у меня вот это вот все, это был такой материнский, мамский внутренний хаос. Но я с улыбкой держалась, делала видео, когда с меня брали кровь там и так далее. Они там, египтяне, охали и ахали, как так можно легко и спокойно относиться к операции. Но я себя настроила, все будет хорошо. В 11:30, ровно в 11:30 зашел мой анестезиолог опять. Мне поставили капельницу. Единственное, он сказал, что ты чувствуешь. В тот момент я помню такое, знаешь, какое-то вот пошло небольшое жжение. Вот как будто внутри. И я вырубилась. Ничего. Как тебе дали? Как? Нет, просто вот поставили капельницу. Он зашел, то есть стояла капельница, он зашел, он что-то там крутанул. И он говорит, что чувствуешь? А я говорю, мне это жжение немножко не нравится. И я вырубилась. Вообще это было настолько секундное дело, как будто вот просто все. Я ничего не помню. Единственное, что на мне был типа такой топик, ну, под одеждой. Кстати, в больницу. Это такие нюансы, которые очень важны. В больницу мне не нужно было брать ничего. Себя и паспорт. То есть все остальное, постельное, одежду, все это одноразовое, все стерильное, все в таких паках, это все, ну, то есть мне это дали, я его сама раскрывала, сама переодевалась, все. Но я оставила топ, и оставила, он единственное сзади, как бы его можно было сзади развязать, и я помню, когда мне устанавливали датчики. Потом пришел доктор-анестезиолог, я вырубилась, открываю глаза, короче, в какой-то такой, за ширмой. Понимаю, очень все размутненное, то есть ты не можешь четко видеть, и в тот момент я, наверное, поняла, насколько вот у нас прекрасная вот эта вот возможность зрения, наслаждаться каждой деталью, потому что на тот момент я вообще не могла сфокусироваться. Ты уже в себя пришла, да? Да. Я пришла в себя, то есть я не могла сфокусироваться. Такой момент, что до операции, когда мы обсуждали с доктором, он мне сказал, у тебя будет 2 надреза. Но я по себе, ну, то есть посмотрев на себя, то есть в этом же всем я понимаю, что там больше. То есть что-то, ну, короче, что-то не то. И я понимаю, так силуэтно вижу какого-то человека, то есть я понимаю, что это, скорее всего, мальчик. Закрываю глаза и просто понимаю, что мне надо прийти в себя. Я не знаю, сколько времени. Я вообще не понимаю, ну, как бы, то есть я поняла, что операция прошла, все, как бы я прихожу в себя, но я хочу максимально быстро домой к Кариму. И тут пришли мне на помощь медитации. Я открываю глаза, передо мной все мутное. Я не понимаю, сколько времени, но я не понимаю, сколько времени прошло. И тут первая моя мысль, я хочу к Кариму. И так, возле головы так понимаю, что силуэтно, походу, стоит какой-то парень, медбрат. Закрываю глаза и думаю, так, надо саму себя как-то вытягивать, что делать? И тут я вспоминаю медитацию. Я просто представляю этот желтый шар, как во всех медитациях, и просто как он ходит по мне. Мне кажется, я так в жизни не верила в медитацию, как в этот день. Я открываю глаза, понимаю, что все становится четче. Опять закрываю, опять с этим шаром. В это время, в Египте без приколов не бывает, просто понимаю, что заходит какая-то девочка и что-то начинает говорить, а тут заходит другая и что-то «Агнабея». И просто я сквозь вот этот вот мутье мое перед глазами, мыслями с этим шаром, и понимаю, что они бегают девочки посмотреть на Агнабею после операции. Может, в Загзике, а в Загзике там очень мало иностранок, и они приезжают. И я просто собираю так вот и выдаю, говорю, «Халас, ябанет».
И открываю глаза, и просто понимаю этот испуг этих девочек, которые табором этим вылетают, этот мальчик, который смеется на фоне. Ну, и я ж дальше закрываю глаза. И с этим шаром. Тут слышу голос доктора. Открываю глаза, уже вижу всех. Ну, уже нормально. Ну, то есть еще не совсем четко, не со всеми мелкими деталями, как сейчас, но вижу. Это, доктор, как ты? Говорю, я хорошо, хочу наверх. Он, ты сильно быстро пришла в себя после наркоза. Я говорю, сколько времени? Напоминаю, наркоз мне поставили в 11:30. Он говорит, без 15 час. Ну, я не знаю, это нормально или нет. Я говорю, мне нормально, я хочу наверх в палату и хочу к Кариму. Он говорит, ну, я вообще-то думал о том, чтобы тебя, может быть, оставить на ночь. Я говорю, нет, я хочу к Кариму. Он, ладно, сейчас придет анестезиолог, пусть он посмотрит, если все нормально, можешь, тебя перевезут наверх. Проходит 2-3 минуты, заходит мой анестезиолог, говорит, как ты? Я говорю, нормально. Он говорит, нет, это впервые в моей практике, говорит, чтобы настолько быстро человек, что ты просто пришла в себя, и ты нормально. Ну, давай мне пальцы, там, что видишь, я говорю, все нормально, все хорошо, все вижу, хочу наверх. Короче, в час дня я уже лежала наверху. Единственный момент, это вот этот вот шланг, который с этим пакетом для того, чтобы жидкость выходила. С ним мне пришлось все-таки сутки отходить. Но через, наверное, пару часов я уже сама позвала доктора. И говорю, я себя чувствую нормально. Первое, что мне доктор из того, что он мне рекомендацию, он мне сказал, до 5 часов мы не пьем, не едим. И в 5 часов можно начинать пить воду. И где-то к 6 можно выпить стакан анисового чая. Говорит, поэтому пока лежишь, отдыхаешь. Скажу честно, я лежала, смотрела телевизор. Периодически я просто вырубалась. Вокруг же меня куча народу. Но я как-то, знаешь, в такой ситуации была, у меня такое чувство, что я была как бы вроде бы среди всех, а вроде бы периодически в прострации я просто вырубалась. Вырубалась, там, я так понимаю, что я там спала минут 15-20, опять нормально. Где-то в 3, наверное, в 4, может быть, я уже встала, я уже пошла сама в туалет. Мне там пытались, как все египтяне, они пытались за мной бежать и что-то мне помогать. Я сказала, нет, все вышли, я иду в туалет сама. Я сходила в туалет. В 4 я уже начала чуть-чуть ходить по коридору. В 5 я уже начала пить воду. В 6 я выпила анисового чая и поняла, как прекрасно чувствовать вкус. Да. Ну и в 6 часов вечера я уже я позвала доктора, и он мне сказал о том, что хорошо, если ты хочешь, если ты себя действительно нормально чувствуешь, ты можешь ехать домой. Завтра ко мне на прием. Хотя он хотел, чтобы этот шланг стоял не сутки, а 2. Я все-таки в договоре, что я через сутки приду и сниму. Он меня понял. Тем более, мне уже было желание возвращаться в Каир. Короче, то мы с ним договорились. Рекомендации, которые он мне дал по еде. Он мне сказал, что сегодня мы ничего не едим, мы только пьем анисовый чай. То есть день операции. А на следующий день можно выпить сока, что для меня было почему-то очень странным. Можно кушать печенье типа Марии и потихоньку начинать. Исключить. Самое важное – это жиры. Любые максимально исключить жиры. Больше есть углеводов. И самое страшное, что оказалось для меня, это максимально исключить сыры. А ты как тренер и как человек, который знает, что такое следить за фигурой, ты прекрасно знаешь о том, что мы все в основном живем на кето-диете максимально.
И для меня вот сейчас уже прошло, операция была, боже, когда она была? Где-то в 20-х числах января. Вот на сегодняшний день, 10 марта. Как бы сказать, что я соблюдаю диету, я ее не соблюдала. И даже, наверное, самое смешное, где-то через неделю я уже ела хававши. И с этим все нормально. Но только я употребляю где-то сыры, особенно вот эти мазающиеся сыры, следующий день начинается с того, что идет желчный. То есть я прям чувствую, как он меня изжигает изнутри. Ну и это очень сильный дискомфорт. Поэтому все-таки, наверное, диете стоит следовать. Хотя бы как-то максимально этот. Но до сих пор я еще не смогла составить себе такое питание, чтобы иметь углеводы, но при этом без какого-то там эффекта на тело, особенно на весы. А что тебе доктор сказал, какие причины возникновения камней в желчном? Ну, когда мне поставили диагноз, первое, что мне начали говорить доктора, то есть это 3 доктора, одни и те же вопросы. Ты ешь фастфуд? Ты ешь много картошки фри? То есть, и у меня, наверное, на все эти вопросы просто нет. То есть я уже очень давно не ем фастфуды, и все знают, что даже там, если все большие компании заказывают Макдональдс, мы заказываем не Happy Meal, да? Нет, Happy Meal детский, который. И то потому, что там игрушка. То есть меня вообще никогда не, уже очень много лет, наверное, лет 15 точно, у меня нету никакой страсти там к фастфудам или какой-то такой быстрой, легкой в приготовлении еде. Но мы обратили внимание, что сыр, конечно. Потому что я могла есть сыр, закусывать сыром и запивать чем-то сырным. И вот это надо избегать. Следующий такой момент, который уже после операции я начала. Во-первых, УЗИст, когда он увидел мои показания, он говорит, ты знаешь, говорит, когда мы изучали, он же взрослый дядечка, говорит, когда мы во время моего обучения в университете, говорит, вообще считалось, что до 40 лет таких болезней у людей не бывает. Но после операции, когда я начала, понятно, это обсуждать, кто-то там и эта операция была практически у всех, кто, то есть, жил просто обычную размеренную жизнь, а потом решил взяться за здоровье, и все, кто резко худеет, поправляется, у всех вот одни и те же последствия. Я забыла рассказать еще операции о том, что шва у меня не 2, а 4. А почему их 4? Потому что когда вскрыли, то есть там должны были сделать надрез и вырезать вытянуть этот желчный. Но размеры камней были настолько большие, то есть они доходили где-то там до сантиметра, то есть 8-9 миллиметров, были 10. Что им пришлось вскрывать внутри желчный и доставать по камушку. До тех пор, пока они могли вытянуть через какой-то надрез. Но, наверное, спасибо профессионализму моего доктора, который, то есть по факту за 1,5 часа они все это сделали. И, на следующий день, когда я еще с этой даже трубкой приехала к нему, он на меня вот так вот просто смотрел, говорит, я в жизни бы не поверил, что передо мной стоит человек, который я вчера оперировал. Но я просто вернулась к Кариму, я взяла себя в руки и поняла, что жизнь продолжается. Поэтому на какие-то болезни особо нету времени. Но последствия дальше пошли веселые. Первое, конечно, после анестезии, я так думаю, что это анестезия, из того, что мне сейчас говорят доктора, это, конечно, волосы, которые просто лезут, которые становятся тонкими ужасно, и ногти. То есть они просто ломаются. Я их максимально обрезала, поснимала все, и их просто там маслом, витамином Е, вот я их просто укрепляю. И второй момент, который тоже, я человек, который вообще имеет хороший иммунитет, и редко, когда там простуда
очень долго ко мне прилипает. Но вот после операции, через 2 недели, я подхватила вирус наш местный здесь. И 3 недели просто это, наверное, с такой скоростью оборотов. То есть утром просыпаешься, у тебя заложенный нос, на следующий день у тебя кашель, температура. Короче, это был полный набор. И это пошло даже на то, что у меня были заложены уши. И где-то дней 10, то есть у меня было назначено 2 лечения, и вот только потом оно начало проходить. Сколько ты заплатила? Сколько заплатила? Я тебе скажу так, от момента, наверное, входа в Элькаусер госпиталь до выхода уже после операции у меня в общей сложности ушло 20 тысяч. 20-22 тысячи. И это при том, что на момент, когда я делала операцию, то есть я ее делала по украинскому паспорту, я делала ее как турист. Поэтому я желаю всем беречь свое здоровье, проверять его и не допускать до того, когда нам всем нужно будет делать операцию.